Всем привет, вы на канале Twin Китай, мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Сейчас я собиралась пойти к Карке, но... Я думаю, пошли сначала отдохнем в лагере. Нам еще надо будет вернуться в рощу, но после Карки. Так что, да, сейчас первым делом в лагерь. Давайте поговорим сначала со всеми. Мало она была одной личинки, так ты еще одну решила себя посадить. Да, вот. Способности летидов, которые развиваются у нас. Что ты обо всем этом думаешь? С одной стороны, они кажутся полезными, но с другой стороны, из той, откуда растут щупальца, мы знаем, откуда они берутся и что в конце этого пути. I never expected Ceramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Ага. Короче, давай убеждение. Шансы складываются не в нашу пользу. Можем ли мы на самом деле позволить себе игнорировать потенциальное преимущество? Я думаю, что с ней должно быть попроще, чем с Лейзель. 15. Ну, чуть-чуть попроще. Пелюшку. Да ты гонишь. 7, 8, 9, 10. А, все нормально. Что ж, в твоих словах есть правда? Ну, хорошо, тогда давай попробуем исследовать эти способности. Надеюсь только, что мы не пожалеем об этом. Она, кстати, одобрила. Прекрасно. Я хотела, наверное, попробовать... Ладно, я пока не буду этого делать, я пока не буду. Так. Hello. Это тут что-то крутит. Добро пожаловать в Лигу Одинокого Глаза, друг мой. Не преуменьшая боль от тычковой колкости вола, уверяю тебя, ты быстро привыкнешь к протезу. К тому же, это придает загадочностью. Лично я считаю, что нет никого более интригующего, чем женщина с одним глазом. Окей. Что ты думаешь об этом элитистском могуществе, которое сулил нам гость во сне? Я думаю, что неведомая мощь может иметь неведомые последствия. Не скажу, что мне не любопытно. Но если ты ухватишь элитида за коготок, невозможно предсказать, как глубоко ты увязнешь в болоте. Так. Ты же видишь, насколько опасны сектанты, нам нужна помощь. Посмотри, что теперь я могу, и подумай, чего бы мы могли достичь вместе. Нам грозят неведомые опасности, Уилл. Тебе не кажется, что за любые преимущества нужно хвататься? Давай первое, нам нужна помощь. 17, а чё так много, слышишь? О! Признаюсь честно, у меня нет особого доверия к этой силе. Однако я защитник Фронтира. И когда приходит новая угроза для победы, требуются новые умения. Уж если личинка стала моим проклятием, так пусть способности, которые она мне дарует, станут благословением для побережья мечей. Конечно, ты на все готов ради этого. Гейлик. Ну же, не мучай меня неизвестностью. Как ты себя чувствуешь? Щупальца не проклевываются, рот не наполняется слюной при мыслях о мозге. О боже, после твоих слов у меня вдруг появилось непреодолимое желание расколоть твой... Ничего, забудь. Это смешно. Никаких признаков цереморфоза нет, если ты об этом.
Мне любопытнее было узнать, дало ли поглощение личинки какие-то преимущества, но подобные последствия должны проявить себя скоро. У тебя большой опыт в преподавании магии, я подозреваю, что да. У меня была пара учеников, но всякий раз ненадолго. Их бестолковость меня раздражает. Однако в тебе я вижу немалый талант, острый ум, открытый для мистера, всегда выделяется среди других. Продолжи занятия, и, возможно, она проявит к тебе личный интерес. Мне ее личный интерес так не нужен, ты знаешь, честно говоря. Шкрябик, привет. Шкрябик. Так, ну все, со всеми поговорила. Скорлуша с Лайзель еще давно. Надо спать. Где? Что ты скрываешь? Ты умеешь призывать мертвых или воскрешать их, нет? Тогда заткнись и дай почитать спокойно. Вариант «я ничего не говорила», а смешной капец. Нужна помощь, промолчать. Я думаю, промолчать подходит нашей ГГ. Я ничего не говорила смешно, конечно, но... Let me go! Hello. Hello. Это было смешно. Я ржу с его фразы. Нет, я не стану их убивать. Ну, может быть, Лайзель. О май гад. О, привет. Стоящая книжка. Несомненно, любопытное чтение. Руководство по некромантии, охраняемое духами. Едва я открыла, как у меня в ушах зазвучал шепот теней. Каждый раз, когда я открываю ее, голоса врываются в мой разум. С ними не договориться, они созданы для защиты книги. Так, ой, как она так интересно стоит, что это? Что это такое? Что это за приколы? О боже, мне кажется, если я скажу просто отдать ее Гейлу, у него пукан сгорит, но я хочу попробовать. Не одобряет. Скормить ему такую ценность. Я просто да, все хорошо. Я просто хотела проверить. Я бы не выбирала этот вариант, само собой, если бы я проходила, я бы его не выбрала. Это логично. Now, every time I open it, the voices surge back into my mind. I can't reason with them. They exist to protect that book. Что за тайны в ней скрыты? Он сказал, что он пытается, но не может. Но я все равно спрошу. I don't know. That's the point. Не знаю, но то они и тайны. Кто-то здорово постарался защитить содержимое книги. Значит, это не просто сборник фокусов. Однако сомневаюсь, что книга поможет нам от паразитов. Пожалуй, отложу ее на время. Не знаю, но продолжай читать, может, что-то обнаружишь. Вряд ли. Пока духи помнят свое предназначение, книгу не прочесть. Защита ее тайных — единственная задача. Что? Подождите, дайте. Это сейчас... Я правильно? Где оно? Диалоги. Последнее. Пока мы живы, мы надеемся, образно выражаясь. Пока мы живы, мы надеемся, сказал мертвый чел. Ну, правильно, хорош. Все правильно. О чем ты хочешь со мной поговорить? Больше никто не хочет, кроме тебя, да? Никому не нужна, правильно? There you are, my friend. Вот ты где, радость моя? Ты что, пьян? Ты что, пьян, да?
I have drunk, not alcohol, of course. Да, я выпил, но, разумеется, не алкоголь. Медведя. He took a little of my blood. I took all of Он his. слегка пустил мне кровь, а я выпил всю его. Не самая безобидная добыча. So is any meal worth А having? безобидное мне не интересно. Хотя что там какой-то медведь по сравнению с некоторыми другими деликатесами? И все же это куда лучше крысы, насекомых, которыми меня подчевал Кассадор. Крысами? За что же он тебя так? Вообще, хотя... вот это, наверное, больше подходит. А что, есть какая-то разница? Кровь есть кровь, разве нет? Не, ну, само собой, кровь, типа, у там людей условных и крыс разная должна быть, по идее. Но в защиту темного соблазна я бы, наверное, вот это выбрала. Ничуть. Кровь — это вместилище жизненной силы, и в некоторых существах этой силы намного больше. Кассадор давал мне ровно столько пищи, сколько было нужно, чтобы я не умер, образно говоря, ни капли больше. Но полно. Теперь это в прошлом. Я больше никогда не буду присмыкаться перед ним. Ты так уверенно об этом говоришь. Я не уверена, не одобрит ли он это. Говорит сильнее, чем кто-либо. К тому же теперь, когда я могу ходить при свете дня, передо мной открывается масса возможностей. И может статься кочий групп тоже. Что это за смех, о боже? Нет, эти личинки — это дары. Я планирую выжать из него все, что только можно. Тебе советую. Несомненно. My favorite traveling companion. Darling, I thought you'd never ask. I'll see you tonight. Агась. Он такой уже попил крови медведя, напился, да. Но я такая, ладно, можешь взять и мою кровь. Пофиг. Расскажи мне свою историю, что просить или не просить? Давай. Почему ты настаиваешь на эксгумации прошлого? Я был рабом. Вампирским отродьем в плену семьи Зар. Быть может, рабом я и остался. Я никогда не мог противиться их приказам. Но теперь я очень удачно потерялся. Больше они меня себе не подчинят. Ой. А есть что-то, что не так... Ну ладно, пофиг, давай. Я обещал вернуться. Не волнуйся, у меня все под контролем. Пока что. Я вижу, ты используешь способности, которые дала тебе личинка. Это хорошо. Но все пошло не так, как ты ожидала. Ты надеялась, что такой могущественный друид, как Хальсин, сможет извлечь личинку. Но он не смог. Ты отчаянно желаешь избавиться от нее. Я понимаю, но ты пытаешься найти решение не в тех местах. Так и что мне делать? Твой паразит необычен. Он окутан магией, которая не дает его удалить. Пока ты не уничтожишь источник магии личинки, любая попытка ее извлечь убьет тебя. Тебе повезло, что Хальсин знал об этом. Его инстинкты не обманули. Но паразиты — лишь симптом более серьезной болезни, поразившей Фейрун.
Что это за болезнь? Цели Абсолют мне пока не ясны, но очевидно, что она стремится к господству. Эти паразиты — нечто большее, чем отродье элитидов. Это инструменты контроля. Зараженная слышит голос Абсолют и считает ее божеством. Ты сама это видела. Вспомни жрицу Кишку. Вот так культ Абсолюта распространяется. Высшие иерархи, верные, носят в себе личинок, таких же, как у тебя. Так они получают приказы. Паразиты заставляют их подчиняться. И когда они получают приказ о преображении, это не занимает несколько дней. Они становятся освежевателями разума в одно мгновение. Если бы не моя защита, ты давно бы уже была элитидом. Кстати, вот в этом моменте она действительно могла бы спросить, типа, про свой соблазн. Мой разум все время приказывает мне делать ужасные вещи. Ты точно знаешь, что твоя защита работает? Я защищаю тебя от превращения в свежевателя разума, но я не могу защитить тебя от тебя самой. Но я знаю, каково это — быть одолеваемой силами, которые ты не можешь контролировать. Мы с тобой похожи. Ты и я. Как и тебя, меня заразили личинкой элитида. Как и ты, я стремлюсь освободиться от нее. Я долго пытался убежать от этого зла. И однажды мне это почти удалось. Теперь с тобой я получил новый шанс. Ты сможешь отправиться туда, куда не могу пойти я, а я буду защищать тебя от всякого зла. Если мы будем сотрудничать, то сможем переломить ситуацию. Что здесь происходит? Сила, которую я использую, чтобы тебя защитить. Я ее украл. И хозяин хочет ее вернуть. Я буду сдерживать натиск, сколько смогу, но рано или поздно они измотают меня. И прежде чем это случится, ты должна найти источник магии, который управляет паразитами. Сектанты собираются в лунных башнях. Используй способности, которые дает тебе паразит, чтобы убедить их в том, что ты одна из них. Когда найдешь источник их магии, уничтожь его. Ну, он так... Господи, как это слово влучно. Ну, он, короче, говорит вполне себе убедительно. И создается впечатление, что ему можно верить. На первый взгляд. Да. Что у нас... Ага, времени не так много прошло, капец. Погнали. Или, может, они хотят поговорить? Ко мне снова являлся гость во сне, и тебе, полагаю, тоже? Говорит, что мы узнаем ответы на все свои вопросы, если проникнем в самое сердце секты, которая угостила нас этими паразитами. И очередной подарок я тоже получил. Похоже на тот, что был в прошлый раз. Весьма щедрые дары, по-моему. Чтобы проникнуть в секту, нам надо в ней раствориться. Тут личинки как раз пригодятся. Да, если с этим планом что-то пойдет не так, всегда можно прибегнуть к тихому убийству. Хорош, в натуре. Что тут у меня? Ну, в принципе, ничего не изменилось. Еще один сон, еще один приказ сомнительного гостя. Существо заявило, что все ответы на свои вопросы мы найдем в цитадели сектантов Абсолют, и преподнесло еще один щедрый дар. И его убедительности можно позавидовать. Это создание искушает нас могуществом, восхищается нами, облизывает с ног до головы. Отводи взгляд, когда оно появляется, и не пользуйся этой новой способностью, какой бы привлекательной она ни казалась. Ты не знаешь, сколько вреда оно может нам принести.
В какие бездны элитистского безумия нас затянет. Угу. Так, чтобы ответить, чтобы из характера не выйти и ей как бы поддакнуть немножко. Ага, ну тут нет, короче, такого, чтобы прям... Эту способность можно использовать, чтобы манипулировать сектантами. Глупо было бы ею пренебрегать. Победу нам приносят мечи, а не мысленные фокусы мозговых слизней. И этих сектантов мы одолеем точно так же. Она не одобрила. С ними придется драться, я не сомневаюсь. Это единственная правда, сорвавшаяся у лживых уст ночного видения. Эти видения до сих пор остаются в моей памяти. Как думаешь, эта таинственная фигура еще вернется? Я предположила, что наши паразиты служат старшему мозгу Гайхов. Но теперь я думаю, что их господин еще выше рангом. Еще выше? Но кто или что это может быть? Этот вопрос сжигает мои внутренности днем и ночью. Старшие коллективы автономны, каждый живет по собственным догматам. Чтобы объединить их, требуется мощное учение. И ныне этот голос, это учение, достигло наших ушей. Если оно добралось до этого плана, то, возможно, доберется и до остальных. Мне вчера опять приснился сон. Существо явилось и приказало проникнуть в самое сердце культа, распространяющего заразу. И оно вновь преподнесло подарок от личинки, как и в первый раз. Думаю, это может оказаться полезным. Сперва мне казалось, что этих даров следует избегать, и неважно, какие преимущества они нам сулят. Однако я все время вспоминаю слова отца. Лучший план тот, который работает. Эти способности могли бы помочь нам прийти к победе. Нам нужны эти способности, чтобы проникнуть в логово сектантов. Вот он, пресловутый, работающий план. Да, согласна. Я тоже считаю, что не то чтобы я прям сильно доверяю этому челу из снов, но я согласна с тем, что нам можно использовать наши личинки, наши умения новые, чтобы пробраться в лунную башню. Она сказала, что наша цель проникнуть в эту секту Абсолюта и разрушить ее изнутри. Она даже обещала наделить меня новыми силами с помощью какой-то манипуляции над псионическими возможностями личинки. С учетом масштаба противника, с которым мы сражаемся, я не вижу ничего дурного в том, чтобы получить некоторые преимущества. Возможно, иначе мы попросту не доберемся до этого источника. Наши личинки — часть проблем. Нет, подожди, тогда Абсолют — страшная угроза для мира, мы должны ее уничтожить, тут любые средства хороши. Но Абсолют, конечно, кажется угрозой самому существованию мира. Такого противника хочется остановить любой ценой. Если сопоставить общую беду с опасностями от принятия возможностей личинки, они кажутся мелкими пустяками. Ну что, прекрасно. Очередной визит Золотого Паладина. Он говорит, мы узнаем все необходимое про личинок, если сумеем проникнуть к сектантам. Ну, в принципе, тут одни и те же разговоры, но я... немножко перефразированные, но я как бы хочу со всеми поговорить, потому что надо уделить время всем своим. Чтобы проникнуть в самое сердце культа, придется действовать тихо и осторожно, и эти способности могут нам пригодиться. Логично. Мне просто мелкие подарки не нужны, я хочу сорвать большой куш. Разгромить сектантов, избавиться от личинки, да и еще остаться в своем уме. Карлуша. I had another dream, which I suppose means you did as well.
Whoever's reaching out to us Кто бы ни пытался до нас truly does достучаться, seem он явно opposed to the против absolute. абсолют, но призывает нас принять личинку и отправиться в самое сердце секты? Venture right into the heart of the cult. Perhaps we Одно из truly двух. have a Либо у нас secret появился тайный покровитель, либо мы идем прямиком в we're ловушку. walking into a trap. Мне бы хотелось узнать тебя получше, Shadowheart. Ты уже знаешь все мои главные тайны. Чего тебе еще нужно? Чему ты стала поклоняться, Шар? Она приняла меня, когда отвергли все остальные. Если бы не она, меня бы не было в живых. Она моя мать. Она питает меня, любит и заботится обо мне. Не верь в той лжи, которую рассказывают силуниты. Окей, расскажи мне что-нибудь о себе, помимо Шара мозгоедов. То есть все, что не касается моего призвания и самой большой проблемы? Ну, мне нравятся ночные орхидеи, я не умею плавать. Ты об этом? Боже, что, серьезно? В других мирах побывать ты успела, а плавать не умеешь? Давай, именно, можешь рассказать еще что-нибудь в этом роде? В смысле, я буквально не могу. Многие вещи о себе я попросту не помню. Тайны Шар должны быть надежно сохранены. Это знают все ее последователи. Я по доброй воле позволила подавить часть своих воспоминаний, чтобы служить Шар, не рискуя ее предать. Если я смогу вернуться во врата Балдура, выполнив миссию, возложенную на меня Шар, тогда мне вернут мои воспоминания. Твои воспоминания были подавлены? Это слегка чересчур. Само собой. Это проявление веры, к нему надо относиться серьезно. Шар вознаградит меня за послушание. Все, погнали. Так, я иду к Карге. Где? Чайный домик. Отмена. Чайный домик, говорю. Отмена. Нет! Нет, пожалуйста! Почему ты лагаешь на этом? Да ты гонишь. Как далеко я сохранилась? А если я нажму F5? А если F8? Я надеюсь... Скажи мне, что я где-то... О, фух, хорошо. Я не знаю, почему оно сейчас так лагает. Ну, лагает. Не сюда. Сейчас мы пойдем за Каргой. Стой, 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 стой. Давай, знаешь что? Давай возьмем всякие штуки здесь. Типа вот кухонная доска я возьму, какую-нибудь... вот эту вот книгу я возьму. Секач я возьму. Что-то еще тут есть такое? Большая бутылка я тоже возьму. Не спрашивайте, зачем. Все, я все взяла. Спасти Майрину. Твоя тупость меня поражает, Лапуля. Ага. Здесь я развлекаюсь. Я тебя сюда не звала. Убирайся прочь. А то что? О, люблю нахалов, они такие сладенькие. Продолжай в том же духе, Цветик, и ты это узнаешь. Ага, все сказала. Уродливый котел. Ну да, типа. Что это такое? Вот этот череп. Это зеркало.
При приближении к зеркалу в нем появляется бледное лицо, искаженное страхом. Кулаки бьют поверхность стекла снова и снова. Мой прекрасный Калим, чьи родные просили, чтобы его красота не меркла. Что это за место? Глава Магрон. Моя дорогая Магрон, она мечтала обрести гениальность, но с дуру перешла мне дорогу. Прекрасно. Это все прекрасно. Эта бедняжка желала никогда больше не видеть свою семью. Плачущий глаз. Попробуем поговорить с ней. Зачем ты пришла к Карге? Мои родные забрали ее, мою малышку. Притворялись, что ее никогда не было. Этель сказала: не хочу больше видеть их никогда, и она забрала мои глаза. Что мне необходимо знать об этом месте? Беги. А зачем твои родные забрали твое дитя? Мне нравилось, что у меня есть что-то, что не принадлежит им. Что ты можешь мне рассказать об Этель? А кстати, слушай, я могу? Видимо, нет. Нет, не могу. Мой милый Эфрин, он умолял меня остановить сжиравшую его болезнь. Кстати, Эфрина можно спасти. Эфрина. С помощью... У меня оно есть? Да, масло Василиска. Масло Василиска снимает окаменение. Ты в логове Карги. Я это помню, наверное, она обратила меня в камень из-за укуса. Ну, конечно. Не могу поверить, что тебе удалось меня вылечить. Как ты это сделала? Подожди. Каким надо быть болваном, чтобы заключить сделку с Каргой? У меня не было выбора. Я подыхаю. Она меня превратила в камень, чтобы остановить заразу, пока... Нет, подожди, его точно можно было как-то спасти. Его точно можно было как-то спасти. Или я ошибаюсь. Или я, может быть... Возможно, я ошибаюсь. Наверное, его нельзя спасти. Можно только раз... Ладно. Я здоров. А был болен? Он говорит, что у него был укус Ладугуэра, болезнь хуже смерти. Но я не помню, там какая-то вроде бы была заморочка с тем, что этой болезни нет. Или у него, или что-то такое. Или я ошибаюсь. Карга остановила меня, обратила меня в камень, остановила заразу. Да, это да.
А, то есть я все-таки что-то путаю. Что ты можешь сказать про каргу? Она дает больше, чем наторгуешь на сделке. Поверь мне, она не дает больше. Не, смотря что считать больше. Больше дерьма? Ну, типа, да. Что с тобой произошло? Как тебя зовут? Окей. Я, скорее всего, сделаю эту серию, возможно, если я успею пройти, если мы успеем сегодня закончить с каркой, и, возможно, сделаю серию чуть-чуть короче эту, потому что мне нужно. Ощущаешь волну ужаса от сущности, заточенной внутри двери. Никого нельзя впускать, или опять случится беда. Что случилось в прошлый раз, когда дверь открылась? Мелькают образы. Вот съежившийся гость на полу, открытая сумка у его ног, вокруг рассыпаны золотые монеты. Его мольбы о пощаде обрываются, когда карга педантично отрубает у него конечность за конечностью. Окей. Она хихикает. То, что осталось от гостя, съеживается, скручивается, превращаясь в искореженную поверхность дверей перед твоими глазами. Ты ощущаешь крик изнутри двери. Спасайся. Я не боюсь карги. Тебе является видение. Два паладина и жрец строем проходят в дверь, окутанные божественным сиянием. Они бросаются в логово карги с оружием в руках. Звучат вопли ужаса. Ты их впустил? Шалунишка, за каждого по десятилетию. Ты мой еще на 30 лет, Светик. Так. Ладно. О боже, смешно так. Если ты немедленно не откроешься, карга тебе доброй бабушкой покажется. Я этого отвечать не буду, но смешно. Окей, давай первое. Я серьезно, пропусти меня. Безмолвно. Испытание на магию провалено. Убеждение. Если я убью каргу, ты получишь свободу. А я ее убью. Ты видишь каргу. Она проходит сквозь дверь, и ее очертания расплываются и мерцают. Легчайшая тень надежды касается твоего разума, и сущность отступает. Короче, типа, это понятно, этого не сущные часы. Мой нежный Лорин. Он хотел прозревать будущее. А это что? Щит с шипами. Вор пытался ограбить тетушку, теперь милый зверек сторожит мой дом. Капец. Капец. Ничего не скажешь. Лорин. Нельзя смотреть. Чтобы этот червяк покончил с собой. На что нельзя смотреть? Я вижу, что грядет. Ты понимаешь, что тут замешана магия, какие-то чары. Иллюзия. Эй, посмотри на меня. No, no, can't stop, can't. Gods, don't hurt me. Oh, please, 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 please. Я ведь тебя не трогаю, зачем бы мне? Monster, monster, for mind dripping,
flesh peeling, mind Он реально видит свежеватель разума. Ну, подожди, я не свежеватель разума, но насчет монстра он не совсем прогадал. Набрать в грудь воздуха и взреветь. О боже, бедный чел, он там выживет после этого? Смотри на меня, я не свежеватель разума. No! No! Mind flayer! Get away! Get away! Свежеватель разума. Ну, уже этому и не позволю случиться. А разве его нельзя было спасти? По-моему, же можно. А, или я чуть-чуть эту возможность сейчас, типа... Don't look. А ну, подожди секунду. Ох. Мне казалось, что и кого-то тут можно спасти, или я ошибаюсь? Dead. Dead. Flesh rotten, bone shining. Ты видишь, что чего нет? Lies. Так. All future. Окей, все будущее. Что ты видишь в моем будущем? То, что ты видишь нереальное, это действие магии, темной и неуправляемой. No. Real. Real. Knife twisting, bone raking, skull splitting, heart. Gods, don't hurt me. Oh, please. Окей. Please. Please, please, please. My mind dripping. Короче... Flesh peeling. Mind flayer. О боже. No. I'm sorry. Ой, извини, пожалуйста. Ладно, я чуть-чуть напугала чела, но я получила от Лайзели, от Астаряна одобрение. Правда, сори, чел. Я не хотела. Ой, а давайте, может, не убивать их? Я имею в виду, прям реально не убивать. Давай их просто нокнем. Вот так. Что тут у нас? Не смертельный урон есть. Все, окей, давай не смертельный урон. Угу. Ну, просто дело в том, что они... Ты там живой? Да, живой. Они в масках, а маски эти управляются каргой, и типа они не могут ничего сделать с этим. То есть они не совсем виноваты. Это так. Какой промах? Нок. 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 Прекрасно. И никого не пришлось убивать, видишь? Главное, маски с них не снимать, а то они начнут бушевать немножко. Камни я возьму. Выцветшая записка. Слова, которые были написаны на этом клочке бумаги, почти полностью выцвели. Читай это каждое утро, не забывай, она тебе не друг, она тебе не родня. Не ешь еду, если только она за тобой не следит. Не пей ее чай, если только она за тобой не следит. Не носи маску. Поверх всего остального большими жирными буквами написано ложь. У нее маска какая? Часть стада. Прикольно, прикольно. Ой, а ты чё умерла-то? Я ж вас...
А почему ты мертва? У вас же не смертельный урон. Не знаю, почему она мертва, у них должен был быть несмертельный урон. Окей. Ну ладно. Ладно. Пусть так. Устойчивость к яду. Так, устойчивость к яду. Тебе камешки вот на, тебе вот цек на тебе вот эти штуки. Что еще? А, ну, в принципе, все. Где ты там, Астарион? Сюда иди. Ловушка. Тут, короче, куча ловушек. Ой, как потемнело, капец. Вот, говорю, тут куча ловушек. Я надеюсь, сейчас самую малость. Лейзель, отойди, пожалуйста, спасибо. Так знала. Где сохранилась? Окей, сделаю иначе. Я сделаю иначе. Пойдем через вот этот верхний проход. Так, брось. Где продух? Продух, вот он. Она ж разобьется. Конечно, она разобьется. Брось что-то другое, значит. Да, это тоже разобьется, я знаю, но я просто хочу ее выбросить. Вот тесак брось. Тесак, отлично. Короче, вот эти цветочки, это все эти... ловушки. Я, наверное, пройду чисто по одному. Есть, конечно, попроще вариант. Просто нанести урон этим цветочкам и все. Но мне совершенно лень. Я просто пройду осторожно с всеми отдельно. Так. Подожди, этот камень раздели. Где продух? Да ладно, ты решил мне сейчас провал дать. Подожди, где продух? Она тоже не нашла. Да ёп! Так знала. Господи. Давай. Угу. Да, давай. Продух. Продух. Ладно, проходись по огню, пофиг. Что? Сколько? Ты чё? Ладно. Все, я совершенно... Где вы?
Почему ты там стоишь? Я хрен знаю. Просто пройди. Карлуш. Супер классно. Eager for battle. Типа, у меня всегда все нормально было, кроме там первого раза, когда я играла, еще не знала про эти ловушки нифига. А тут, конечно же, должно все пойти по... Вернись. Пойти по одному месту, потому что просто вот так уж получилось, и все. Ну ладно, пофиг. Да ты гонишь со своим вниманием. What now? One day I'll catch a break. Наконец-то. A fine choice. Все, вот тут вроде как мы сможем как-то спокойно плюс-минус пройти. Ты приходишь в мой дом, лезешь в мои дела, а теперь тебе хватает наглости бросить мне вызов в моем логове? Дерзкая ты тварь. Я тебе хребет вырву. Я на твоей крови похлебку сготовлю. Будешь жить, пока весь мозг у тебя из костей не высосу. Ой, ты какая злая. Злющая. А потом я тебя воскрешу и повторю сначала, давай. Погнали. Так тебе нужна эта девчонка? Отлично, получишь ее жареной. Да, если ты собираешься спасти девчонку, стоит поторопиться. Да знаю я. Давай метаем. Нет, не так, давай разделю. А теперь метну. Все, я потушила. Я сделала. Пум-пум-пум-пум. Где они все? С этой стороны в основном. Да какой промах? Окей. 40%, ну, конечно, промах. Этель. Далековато, да?
А подожди секунду, что у тебя по устойчивостям? Ничего. Хорошо. 65? 65? Разрыв тканей. Very well. %40 это, ну, очень мало. Я, конечно, попробую, но вряд ли. Да, вряд ли. Да ладно. Вот так просто. Она вообще должна была сейчас еще немножко со мной поговорить. Карга. Но я решила ее сразу добивать, а она сейчас бы предложила мне, типа, давай, не надо меня убивать, я тебе дам амулет, который мне, в принципе, не особо нужен. И... Да. И да. Я судила тебя слишком поспешно. Я думала, у тебя нет ни мозгов, ни храбрости. Ты смелая рыба. Я правильно понимаю, что на меня надвигается комплимент. Нет, давай, а теперь? Теперь ты заслужила мое уважение и даже больше. Ты доказала, что у тебя есть мозги. Ты проявляешь сметкую силу воли как в бою, так и вне него. Ты доказала свою отвагу. Ты из тех, кто отломит рога дракону, чтобы бросить их в другого. И ты уж точно не снулая рыба. Ты пахнешь так, что у меня испарина проступает на шее, и все волоски становятся дыбом. О май гад. Если ты так меня уважаешь, зачем вечно корчить такую недовольную мину? Нет, подожди. Погоди, ты что, флиртуешь со мной? Притяжение взаимно, Лайзель. Ты знаешь, как заставить мое сердце биться быстрее? Я скажу только одно слово: тьфу. Так, ты что, флиртуешь со мной? Разве не ясно? Я хочу отведать тебя на вкус. Сегодня вечером или позже, но я этого хочу. Я не собиралась. Блин. Да, я хочу разделить с тобой мой тело. Подожди, я, как я... Мне очень лестно, но ответ нет. Снова же, я уже отвергла Гейла, бедного. Теперь тебя отвергаю. Но, боже мой, вы такие все милые, я вас всех так обожаю, но у меня были другие планы на это прохождение. Да. Мне очень лестно, но ответ нет. Мегат, прости меня, Лайзелька. Значит, тем хуже для тебя. Рано или поздно ты задашься вопросом, какими были бы на вкус мои губы. Как мои пальцы скользили бы по твоей коже.
И ты пожалеешь, что никак нельзя вернуться в этот утерянный миг. О май гад. Вот есть моменты... Блин, ну вы помните. Потемневший талисман. Прекрасно. Милость, перчатки героизма. И вот эта фигня. А на секундочку, талисман что? Где этот талисман есть? Покажи. Упрощает прохождение владельцам испытаний против смерти. Угу, прикольно. Поговорить с тобой можно? Ну, нельзя, потому что я тебя убила, наверное. Кровь, кишки захлебнешься. Обязательно. Зачем тебе понадобилась Марина? Не девчонка, ребенок ее. Хотела съесть его, сделать дочку Каргу. Где ты хранишь все ценное? В мастерской. Почему ты так жестоко? Это не я жестоко, это смертные. Они хотят без конца, хотят. Я просто даю. А, кстати, с этой стороны, если посмотреть, она-то права. Ну, типа, она дает то, что ее просят, но с условиями и с некоторыми оговорками, когда, ну, немножко неправильно получается для людей, то, что они хотят, если другие карги поблизости. Где есть смертные, там карги. Угу. Просто невероятно, конечно. Давай поговорим с Мариной. Сколько час прошел? Ну, в принципе, наверное, можно заканчивать, потому что, как я сказала, я хочу только пройти каргу и в этот раз ненадолго. Как тебя выпустить? Где-то тут вот сфера управления. Хватит орать, разрываться. Сейчас выпущу. Ты все испортила. Какая интересная у тебя благодарность. Тебе еще спасибо надо сказать, а по морде получить не хочешь? Этель обещала вернуть моего мужа, вернуть из мертвых, а теперь я больше его не увижу. Из-за тебя. Убеждение. Тетюшка Этель съела бы твоего ребенка. Но это факт. Это даже не убеждение, это просто правда. Я это скажу, потому что это просто правда. Она обещала его вырастить, магии обучить. Ну, чтобы сделать из ребенка каргу магии, его действительно придется научить. Ты ведь была в отчаянии, она хотела поживиться за твой счет. Я думала все исправить, ребенку дать хороший дом, и мужа вернуть, все разом. Все выглядело слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Слушай, у меня мало что есть. Но возьми вот кулон. Он чего-то достоит. Будем в расчете. Ладно, это лучше, чем ничего. Только не потеряй, говорит. Это ведь мужа подарок. Что ж. Мужнин? Что это мужнин? Его гроб наверху. Хоть похорони его как следует. Уже это я ему задолжала. Спасибо. Никто другой бы мне не помог. Это так.
Это факт. Ну, кстати, медальон мне твой, в принципе-то, не нужен. Внутри медальона хранится потрепанный клочок бумаги, запачканный чем-то синим. Майрина, пойдешь со мной на летнюю ярмарку? Конор, ПС, это колокольчики с грядки матушки Гранди, только не говори никому, умоляю. Мне это не нужно, но я его продам, может, или чё? Нафиг я его взяла вообще? Так. Что тут у нас? Зелье. Всевидящее око. Что это такое? Всевидящее око. Защита добра и зла. Угу. Письмо от Этель. Это письмо написано дрожащими каракулями и все заляпано чернильными пятнами. Дрожайшая сестричка, у тебя все в порядке, милая? Поверить не могу, что ты позволила какому-то щенку тебя кинуть. Я бы со стыда сгорела, но не переживай, мои красношапки уже прищучили паршивца. Сейчас они как раз беседуют с ним о прекрасном. Визжать он перестал несколько ночей тому, а теперь только ноет. Он сдохнет, страшно жалея о том, что посмел расстроить Каргу. Полубезумная мамашка, ты так хорошо меня знаешь, что у меня найдется для нее примиленькая масочка. Приезжай уже на вес. Письмо к Этель. Письмо написано элегантной скорописью. «Дорогая Этель, слыхала, дела у тебя идут не слишком бойко, не переживай, я тебе подкину работенку. Один из моих клиентов уехал из врат Балдура, не заплатив. Мои люди напали на его след на берегу Чиантара и уверяют, что дорога непременно заведет его в твои владения. Поступай с ним, как пожелаешь. В обмен могу предложить тебе девочку как раз из таких, каких ты любишь. Ее мать тронулась умом, и мои люди нашептали дочери, что ты могла бы ей помочь. Я отошлю ее к тебе по обычным каналам. М. Алчность любовника. Это зелье пахнет розами и медом, но все портит сильный смрад гниения. Ненависть матери. Поцелуй безумия. Разбитые мечты. Каменное сердце. Потерявшиеся питомцы. Слабоволие. Бабочки в животе. Напиток из спорыньи и мускатного ореха, предназначенный для воссоздания трепетного восторга первой любви. Нарушенное обещание, потерянное бремя. А сколько они стоят? Ну, немного так-то. Посох ведьмы я возьму. Кстати, про посох. Что это? Ну, с ним. Так. Прогулка по воздуху. What's on your mind? What can I do for you, my friend? Это гроб ее мужа. Я тебя не услышала. Знаю же, что пора домой возвращаться, но не могу заставить себя уйти. Только подумаю, что надо укладывать его на тележку и обратно проделывать весь этот путь. Я нашла жезл и, кажется, смогу воскресить твоего мужа. Ты чувствуешь, как от жезла исходит сила. В воздухе появляется едкий привкус. Жезл хочет, чтобы его использовали. Говорит, верни Конора. Ну, переломить жезл пополам. Ладно, не надо. Нацелить жезл в сторону гроба. Ну, так сказать, Конор чуть-чуть у нас тут разложился. Что происходит? Почему он по-прежнему мертвый? Ну, как? Он не совсем мертвый. Он просто разложился. Ты ощущаешь странное напряжение. Существо зовет хозяина. Ой, Конор. Не повезло. Я что с ним сделала? Я? Это не я, это природный процесс. Погоди, может, пройдет.
Да, это точно пройдет. Вот как, значит, Карга выполняет свое обещание. С ними ничего не бывает легко и просто, да? But this isn't what she promised. I wanted him back the way he was, not Я хотела, this. чтобы он вернулся каким был, не таким. Это твой муж, ты хочешь его или нет? Connor? Connor! Ну, типа, мне насрать. I don't even know if he's in Я there. даже не знаю, его разум But he вообще might там. be. Ну, And if вдруг he он is, там. I'll find Если him так, я его and найду и bring him верну. back. Вот Джезл. Удачи. Всего хорошего вам. Thanks. But we'll need more than Спасибо, но нам понадобится не A просто bloody удача, а miracle настоящее more like чудо. it. I'll find a wizard Я or найду something. какого-нибудь волшебника, может, Maybe кого-нибудь someone в in вратах Baldur's Gate Балдура, can help us. кто нам поможет. Connor Конор говорил, что в этом городе можно найти что угодно. Помнишь? Remember? And thank you. Ну, в общем, I спасибо. guess. Come on, love. Let's go. Пошла. Пока. Вот, как бы и все. Получается, Майрину мы спасли. В целом мы уже здесь все сделали, кроме рощи. Ну да. Да, это так получается. В следующих сериях пойдем в рощу. Хотя, ну, тут... Ладно, пофиг, уже и темно, и я хочу кушать, и поэтому... Тем, кто тоже собирается есть, приятного аппетита. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.